Калорийность. Плюсы и минусы подсчета калорий. Стоит, не стоит считать? Если не стоит, то почему? Если стоит, то кому? Мои девочки с проекта попросили меня рассказать про калорийность. Что это такое? Сколько нужно калорий для похудения? И как их считать? И сейчас я это максимально простым, интересным, доступным языком расскажу. Если ты хочешь голые сухие цифры, то можно будет ознакомиться на Википедии, даже ссылки приложу. В интернет-пространстве есть один специалист, эксперт, диетолог, нутрициолог, да и просто хороший человек, который утверждает, что калорий не существует, потому что в нашем организме нет рецепторов, которые бы улавливали либо считали калории. И на самом деле это действительно так, это правда. В нашем организме нет рецепторов, которые бы считали и улавливали калорий. Но в нашем организме также нет рецепторов, которые бы усваивали, либо считали время, либо усваивали, либо считали метры, секунды, джоули. Это все единицы измерения, которые придумал человек для того, чтобы хоть как-то стандартизировать процессы, которые происходят вокруг, для легкости своего понимания. Меня зовут Данил, я фитнес-наставник, помогаю девочкам похудеть, и сегодня мы поговорим про калорийность. Начнем вообще, что такое калорийность? Калории – это единицы измерения энергии. Все. Сейчас я зачитаю определение с Википедии. Калория от латинского тепло, жар, внесистемная единица количества теплоты, энергия, необходимая для нагрева 1 грамма воды с 19,5 градусов до 20,5 градусов. Теперь простым языком. Калории – это единицы энергии, необходимые для нагрева воды. Как определяют калорийность продуктов, либо чего-то другого? Берут, допустим, белки, мясо, еще что-то, кладут в камеру сгорания, утрированно говорю, ставят на нее кружку и греют. На сколько градусов поднялась температура в этой кружке, исходя из формул, соотношений, пропорций, сколько положили, сколько было воды, насколько нагрелось, и высчитывают калорийность этого продукта. Но вы должны понимать, что в эту печь можно положить все, что угодно. От дров до урана. И урана самая высокая калорийность, потому что он очень много теплоты выделяет. Но вы должны понимать, что не все наш организм может усвоить. Потому что туда можно положить угля, и он тоже будет греть. И у угля тоже есть калорийность. Но наш организм не может использовать уголь в качестве источника получения энергии для нашего организма. Мы используем другие, то есть жиры, белки, углеводы, которые мы берем из различных продуктов. И в диетологии принято считать именно в калориях, хотя это также можно делать и в джоулях. Джоули — это также единица измерения энергии. А 1 калория равна 4,180 тысячным джоуля. То есть, когда вы берете какой-либо продукт, там написано на задней части калорийность, и также написано энергия в джоулях. Можно, в принципе, свое питание считать в джоулях, но в калориях привычнее и удобней. Помимо этого, цифры получаются достаточно большие на этих упаковках. И принято считать даже не в калориях, а в килокалориях и в килоджоулях. Это то же самое, как километр, килограмм, килоджоуль, килокалория. На обратной стороне продуктов среди списка вы можете найти калорийность продукта, обратите внимание, на 100 грамм. Калорийность указывается на 100 грамм. Если упаковка весит 80 грамм, то калорийность все равно будет указана на 100. Если в упаковке 200 грамм, калорийность все равно будет указана на 100 грамм продукта. Но для тех, кто живет в Таиланде, они пишут калорийность на всю упаковку. Если мы вот возьмем упаковку от салата Цезарь, да, здесь вот написано 260 калорий, это на упаковку. И они это делают вот... Первая цифра, здесь их стоит 4, первая цифра – это калорийность на упаковку. Также возьмем бутылку молока. Вот написано 560 калорий на эту упаковку, на литр. То же самое со всеми остальными продуктами. Исходя из расчетов, получается, что 1 грамм белка имеет 4 калории. Есть белки, в которых 4,1, но все считают по 4, потому что невозможно учесть все вот эти вот мелочи. Углеводы также 4 бывает меньше, если это клетчатка, потому что, опять же, усваиваем мы меньше ее, а в некоторых случаях вообще не усваиваем, но имеет она свою калорийность. Поэтому там калорийность может быть, которую человек может усвоить от 3,9 до 4,1, но опять же все считают 4, и с жирами где-то 8,9 и 9,1. То есть обычно все считают 9, 1 грамм. То есть 1 грамм белка 4 калории, 1 грамм углеводов 4 калории, 1 грамм жиров 9 калорий. То есть жиры имеют более высокую энергетическую ценность. Они больше горят, больше выделяют тепла. Поэтому, наверное, наш организм запасает жиры, потому что это более эффективный способ хранения энергии. Потому что если бы нам бы пришлось хранить энергию в белках, то
запасов пришлось бы делать в 2 раза больше. А в жирах можно сделать больше, чем в 2 раза меньше. Больше, чем в 2 раза меньше. Интересно, конечно. Также обратите внимание, что в маркетинге иногда используется значение на порцию. И обычно это пишется на передней части упаковки большими буквами. На Кока-Коле написано, на чипсах написано калорийность на порцию. И то есть там написано всего лишь 60 калорий. И мелким шрифтом написано на порцию. А порция составляет там 20 грамм. Поэтому обрати внимание, всегда смотри на задней части упаковки, сколько написано на 100 грамм. Любая диета, любой план питания, любые рекомендации сводятся к тому, чтобы снизить калорийность, потребляемую за день. Других не дано. Если чисто технически ты возьмешь любую диету с интернета, которая соответствует нужной калорийности, и будешь ее придерживаться, то ты 100% будешь худеть. Но проблема в другом, сможешь ли ты ее придерживаться. Если человек по каким-либо причинам не худеет, неважно по каким причинам, 100% это говорит о том, что он потребляет энергии больше, чем тратит. Либо он мало тратит, либо он очень много потребляет. Но зачастую встречается как одно и другое. Формул для расчета калорий на самом деле очень много. И значения у всех будут отличаться, но они отличаться будут не сильно критично. Почему? Потому что они в расчет не берут много критериев. И некоторые формулы не берут в расчет, сколько ты шагов ходишь, сколько ты спишь, какой у тебя процент жира, какой у тебя процент мышц. Более точный вариант будет сделать биоимпеданс. Он тебе покажет базовый обмен веществ. То есть сколько человек тратит в состоянии покоя, когда не двигается. В среднем эта цифра примерно 1300-1600. Столько тратит человек, просто организм, на жизнеобеспечение, ничего даже не делание. Ставь на паузу, чтобы переписать формулу, также она будет в описании. Но ты должна понимать, что значение этих формул всегда будет разниться. Но на самом деле это не критично. Почему? Потому что в первую очередь для тебя, я думаю, что более важно не значение точной калорийности именно для тебя, а будешь ли ты худеть при этом или нет. Ну вот представь, да, ситуацию, что бы ты выбрала? Точный подсчет калорий, ты посчитала с учетом всех замеров, с учетом объема талии, с учетом процента жира, с учетом количества мышц, и у тебя получилось 1876,5 калорий. А можно использовать какую-то более легкую формулу, и ты просто посчитаешь 1800 калорий. И вот из двух вариантов. Первый вариант. Ты имеешь 1800 сколько-то там калорий, 1858,5 калорий, и ты при этом не худеешь, либо неточный подсчет, 1800, либо может даже 1900, и ты при этом худеешь. Что для тебя более важно? Худеть, либо точно в пол калорий все посчитать? И сейчас я объясню даже почему, что это невозможно. Но все же, после того, как ты определила базовый метаболизм, исходя из формулы, которая только что была на экране, у тебя, к примеру, получилось, опять же, 1600 калорий. После этого необходимо эту цифру умножить на коэффициент активности. Для каждой формулы он свой. Чем меньше активность, тем меньше этот коэффициент. Чем выше активность, тем выше этот коэффициент. И ты эту сумму умножаешь на этот коэффициент. И получается, что эта цифра равна тому количеству энергии, который ты тратишь в целом. То есть твой базовый метаболизм, то есть сколько ты тратишь, и сколько ты тратишь на активность. В этот коэффициент также может учитываться активность, сколько ты тратишь на ходьбу, на чистить зубы, на подниматься по лестнице, плюс активность на тренировках. После того, когда у тебя получилась вот эта сумма, как я уже сказал, допустим, 1800, либо 1858,5, от этой суммы необходимо отнять, либо прибавить в зависимости от твоих целей, но я думаю, что у нас здесь все про похудение, поэтому отнять 10-20% для того, чтобы создать дефицит, чтобы ты начала худеть. И опять же, да, ты можешь взять как 10 отнять процентов, как 12, как 15, как 18, так и 20. И поэтому, когда ты посчитаешь точную калорийность, ты сама уже определяешь, сколько тебе отнять. Ну, то есть, если, допустим, у человека получилось там 1800, и он отнял 10%, но он же мог посчитать по другой формуле, получить значение чуть больше и отнять 12. То есть итоговое значение уже будет неточным. Ну, оно не имеет большой значимости. Почему? Потому что один главный, единственный критерий – это то, чтобы ты худела и чувствовала себя при этом комфортно. На самом деле мы разберем в отдельном видео, где мы прям точно все по цифрам посчитаем. Также, когда будешь считать, обрати внимание на то, что в этой формуле есть только основные два коэффициента, которые очень сильно влияют на эту цифру. У нас есть коэффициент рост, возраст
вес, уровень физической активности. Рост не сильно влияет на эту цифру. Возраст также не сильно влияет на эту цифру. Два основных критерия – это вес. Естественно, чем человек больше весит, тем ему необходимо больше потреблять. И чем человек больше тратит энергии, чем его коэффициент активности выше, тем эта цифра будет больше. Поэтому вот эти два коэффициента имеют самое наивысшее значение. Но в мире технологий, в мире интернета вообще этим можно не заниматься. Почему? Потому что есть уже готовые сайты, куда вы просто заходите, пишите в поисковой строке формула либо счетчик калорий онлайн на день, и туда просто вводите свои данные, и он автоматически вам все посчитает. Я также прикреплю сюда пример. В этой формуле берутся в расчет количество сна, количество кардиотренировок, количество силовых тренировок, шаги. То есть оно будет чуть-чуть более точным, но опять же, главное, чтобы ты худела. Либо другой вариант, самый простой, ты просто берешь, умножаешь свой вес на 25, и вот эта сумма калорий, которая получится, будет достаточно для того, чтобы ты худела. Первый способ посчитать по формуле, второй способ сделать биимпеданс, третий способ посчитать по формуле из интернета, четвертый способ просто умножить свой вес на 25. Значения будут плюс-минус одинаковые. Если ты худеешь, и в целом ты комфортно худеешь, оставляешь. Если ты не худеешь, то здесь может быть одна загвоздка, и сейчас я об этом расскажу. Причина в том, что опять же, по тем либо иным причинам, значит ты потребляешь энергии больше, чем тебе необходимо для похудения. После того, как ты посчитала, ждешь 2-3 недели, и по итогам этих 2-3 недель мы смотрим, как меняется наш вес. Потому что нет никакого смысла смотреть, как меняется твой вес каждый день. Поэтому смотрим по итогу 3 недель, вес меняется, все отлично, не меняется, значит есть где-то какие-то упущения в том, что человек потребляет больше. У нас есть теперь на руках калории, что с ними делать? Первый вариант — найти в интернете диету, соответствующую этой калорийности. Второй вариант — самому составить себе план питания. Третий вариант — скачать любой счетчик для подсчета калорий, самый распространенный — это Fat Secret, и вносить в него туда все. По итогу 3 недель мы смотрим, как поменялся наш вес. Если вес уменьшается, все отлично. Если вес не уменьшается, это говорит о том, что человек потребляет энергии больше, чем тратит. И вот теперь вот такой вот вопрос. Что сделать нужно в такой ситуации? Что нужно сделать в такой ситуации? Может быть, проверить гормоны, может быть, проверить себя на генетический анализ, может быть, сделать лунный календарь. Вот что нужно сделать в такой ситуации? Вот что бы ты сделала, если ты была бы человеком, который помогает худеть? Все просто. Нужно еще уменьшить калорийность. Это законы физики. Уменьшив калорийность, человек начнет худеть. Хочу здесь привести пример своего знакомого, тренера. Он пишет мне и говорит: слушай, а может быть такое, что человек ест мало калорий и при этом набирает, ну типа из-за недостатка. Я говорю по имени, ладно, не буду говорить. Слушай, ну вот тебе сколько лет? Ты вроде бы школу закончил, спортивную, да, там фитнес, обучение, все остальное. Чудес не бывает. Он говорит, ну вот, он раньше ел там на 1800 калорий, там парень. Даже сначала, говорит, на 2 ел. Мы снизили. Он сначала худел, потом перестал худеть, потом стал набирать. Он говорит, сам считает калории и не худеет. Я говорю, попроси у него скриншоты с Fat Secret. И там будет написано 1 штука, то есть там 1 яблоко, 1 стакан, 1 тарелка, либо 100 грамм, либо еще что-то. Он скидывает, и там действительно так. Дело в том, что зачастую люди, вписывая туда, не взвешивают еду, а просто записывают. А записывают они, опять же, просто на 100 грамм. И в связи с этим по Fat Secret он видит цифру в 1800, а по факту там около 3000. И хочу здесь сказать, что даже люди, которые умеют пользоваться счетчиками калорий, зачастую делают это неправильно. Ну, опять же, говорю, правильно, неправильно, единственный результат. Худеет, либо не худеет. И было исследование, когда людей попросили посчитать свою калорийность. Они практически все сделали это неправильно. У них спросили, сколько вы сейчас едите калорий, сколько вам нужно есть для того, чтобы вы худели, и потом посмотрели, сколько нужно по факту. Так вот, 9 из 10 человек говорили в то, что они едят в 2 раза меньше. То есть смотрели, сколько они съедали и сколько было заявлено, и оказывалось, что они ели в 2 раза больше. Люди, имеющие лишний вес, склонны недооценивать вес своих порций. Ну и в обратную сторону люди, которые имеют низкий вес, переоценивают вес своих порций. Отдельная история есть, но не в этом видео. Плюсы подсчета калорий. Это гораздо более объективно, нежели чем просто оценивать свою еду
на «я ем много», либо «я ем мало». Если человек говорит, что он ест мало, это ни о чем не говорит. Это говорит о том, что он для себя ест мало. Опять же, приведу пример своей подопечной. Мы начали с ней худеть, и она говорит: слушай, я сейчас так мало ем и даже не хочу есть. А я ей объясняю, что ты не мало ешь. Я смотрю на ее фотографии, отчеты, и мне даже кажется, что много. Но я понимаю, что это нормально. Она сейчас ест нормально, а раньше она ела много. Но ей казалось, что раньше она ест нормально, а сейчас мало. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, если человек вам говорит, что я ем мало или я ем много, это вообще ни о чем не говорит. Он мерит относительно себя. А теперь поговорим о минусах подсчета калорий. Почему не стоит считать калории? И первое, это этикетки могут лгать. Все, что написано на обратной стороне этикетки, далеко зачастую не соответствует действительности. Ко всем покупным продуктам можно смело добавлять 20 калорий. Почему? Потому что эти продукты зачастую многосоставные. Опять же, если мы возьмем пример Сникерс, да, там и шоколад, и патока, и орехи, и карамель, и еще что-то. И крайне сложно учесть точные пропорции. Но в Сникерсе я уверен, что все правильно написано. Они столько денег на это тратят. Приведу пример из реальной жизни. Я покупаю тарелку плова, запечатанную в контейнере. Понимаю, что там очень много масла, а калорийность на упаковке заявлена гораздо меньше, чем есть по факту. Почему? Потому что они сварили плов в одном гигантском чане. Где-то сверху они набирали этот плов в контейнеры, раскладывали. Там может и действительно такая калорийность. А у меня с самого дна зачерпнули, где много масла. И калорийность другая. Либо мы возьмем какой-нибудь полуфабрикаты. Я вот приходил в магазин, беру кусок мяса, да, 2 куска мяса. Калорийность на них указана одинаковая. Но при этом вот в этом куске мяса прослоек жира больше, чем вот в этом. И, естественно, калорийность здесь будет выше, а здесь ниже. Но никто не будет считать калорийность конкретно одного куска. Каждого куска никто не будет считать калорийность. У них есть средняя калорийность этого продукта, которую они также будут указывать. В кафе и ресторанах можно смело добавлять 30%, потому что добавить туда 2 ложки масла для жарки, либо добавить в соус несколько ложек сахара, никто это считать не будет. Поэтому все упаковки, все указания калорийности могут врать. Поэтому, если ты хочешь все-таки считать точно, то тогда тебе самой нужно использовать продукты, состоящие из одного компонента. Ну, допустим, картофель. В картофеле, кроме картофеля, ничего нет. Либо, допустим, рис, гречка. Кроме риса и гречки там ничего нету. Макароны уже более составной, но там уже тоже все хорошо давным-давно посчитано. То есть, если ты хочешь похудеть, считая калории, старайся выбирать более однокомпонентные продукты. Понятно выразился? Если непонятно, напиши в комментариях, что я здесь имею в виду. То есть, это еще одно звено, которое дает погрешность в наших расчетах. Исходя из расчетов формулы, мы поняли, что мы как минимум точно калория в калорию не можем посчитать. А к этому ко всему еще добавляется то, что этикетки врут. Пункт номер 2. Люди врут. Доктор Хаус говорил: никому не доверяй. И на самом деле у меня есть хороший друг эндокринолог, и он говорит, что их в медуниверситете учат, что все пациенты врут. И действительно, ты можешь врать и даже не замечать этого. Девочка, которая говорит, что я мало ем, она искренне в это верит. Она искренне в это верит, она искренне так считает. И когда человек считает калории, он где-то сам может записать на глаз, где-то может съесть то, что не было запланировано, либо что-то съесть и забыть записать, либо выпить кофе и подумать: ну, а что там один кофе будет? Но один кофе какой-нибудь, большой капучино, может иметь там калорийность от 100 до 150, там, ну, в зависимости от количества сахара, жирности молока, но вот давайте по максимуму возьмем 150 калорий. Каждый день один неучтенный капучино будет по итогу за неделю давать 1000 калорий. А мы должны делать минус 500 калорий. Мы должны делать минус 10%, да? Там в зависимости от человека. Мы должны делать минус 10-20% минус, а у нас получается плюс 1000. И, естественно, такой человек не будет худеть. И люди, которые считают все скрупулезно и по итогам недели говорят: да я все записала, да я все, у меня... Может быть, что-то ты забыла записать. Либо, опять же, этикетки врут. Людям проще верить, что этикетки врут, чем считать на себя. Но, опять же, вы должны понимать, что вы здесь тоже слабое звено. Следующий пункт, пункт номер 3. Невозможно учесть все переменные. Как я до этого говорил, даже если вы берете в расчет калорийность каких-либо продуктов, исходя из всех таблиц, внося все правильно, опять же, вы берете домашнюю курицу, она будет более сухая, потому что она бегает. Если вы берете филе куриное бройлера, оно будет чуть-чуть более жирное. Либо вы возьмете помидор с грядки, помидор с магазина, они уже чуть-чуть будут отличаться. И таких переменных очень много, которые невозможно все учесть. Даже, опять же, 5 формул расчета калорий,
все 5 дадут разную погрешность. Но опять же, главный критерий это чтобы ты худела. Нам же нужно сделать не все правильно, а так, чтобы это было комфортно и ты худела. Следующий пункт это то, что не рекомендуется считать калорийность тем людям, которые имеют какие-либо расстройства пищевого поведения. А зачастую люди, которые имеют лишний вес и имеют расстройство пищевого поведения. Почему? Потому что человек начинает чувствовать ограничения. Всегда привожу пример с мороженым. Первый человек хочет мороженое, оно лежит у него в холодильнике, но ему его нельзя, и он не ест. Вторая ситуация. Человек не хочет мороженое, у него его нету, но ему его можно есть. По факту, что в первой ситуации, что во второй, они не будут оба есть мороженое, но испытывать будут совершенно разные ощущения. Поэтому ограничения будут вызывать как раз таки вот эти вот эмоции, и человек, у которого есть расстройство пищевого поведения, с большей вероятностью бросит это все. Но если ты спортсмен, и у тебя нет никаких проблем, подсчет калорий, must-have для тебя просто пожалуйста. То есть это подходит не всем. Но есть категория людей, которым это очень хорошо подходит. У меня есть подопечные, которые считают, их это все устраивает. Они всегда ходят с весами. Ну, это отдельная категория людей, это спортсмены, это другая категория людей. Они живут этим, это как смысл их жизни. Далее. Гаджеты могут врать. Тот счетчик, который ты записываешь, он тоже берет откуда-то свои данные. Последний раз я смотрел, сколько белка в курице, мне написали 30. А всегда было 20. И в зависимости от того, откуда твой счетчик калорий берет цифры эти, они тоже могут отличаться. Помимо этого, фитнес-браслеты, часы, они не всегда считают правильно. Потому что мои подопечные все время пишут, я столько отходила, а значение на часах не изменилось. Либо, допустим, мой личный пример, у меня были G-Shock, которые тоже считают шаги. Так вот, я пока ехал в машине, они тоже считали шаги. И то есть, что может быть? Человек смотрит, так, я сегодня потратил столько-то энергии, потратил столько-то калорий, и в соответствии с этим я могу съесть чуть-чуть больше. И тем самым он начинает есть больше, и опять же это переваливает за его суточную норму, и он дальше не худеет. Идеальный вариант расчета твоей суточной калорийности, сколько энергии ты тратишь, это калориметрическая камера. Если очень утрированно говорить, это комната, в которой ты находишься целый день, и в ней замеряется количество тепла, которое ты выделяешь, количество углекислого газа, и на основании этих цифр будет точно показано, сколько калорий ты потратила. Но стоит оно того или нет. В первую очередь нам надо же знать, худеешь ты или нет. Если ты худеешь, то насколько, а не сколько калорий точно ты тратишь в день. Следующая причина, по которой я бы, наверное, не рекомендовал считать калории, это дневная рутина. Помимо того, что тебе придется все время смотреть калорийность на этикетках, смотреть калорийность каких-либо продуктов, у которых этикеток нету, все это взвешивать, потом вносить в счетчик калорий, и где-нибудь ты еще можешь ошибиться, а помимо этого у тебя также еще будет какая-то активность, будут тренировки, тебе нужно делать рабочие дела, тебе нужно готовить, тебе нужно там смотреть за ребенком, тебе нужно проводить время со своим мужем, тебе нужно учиться, тебе нужно гулять, тебе нужно отдыхать. Это дополнительно создаст нагрузку. Что я делаю со своими девочками? Я даю им план питания, где уже все посчитано, им нужно просто придерживаться тех цифр, которые уже указаны. Тем самым я стараюсь сократить вот этой рутины на них, чтобы они худели более комфортно. Подсчет калорий имеет свое место быть, потому что спортсмены, у меня есть знакомые, которые этим занимаются. Но это отдельные люди, у них нет никаких проблем с расстройством пищевого поведения. Многим это нравится, для многих это образ жизни. Если ты считаешь калории и худеешь, я только рад за тебя. Как помочь людям, которые имеют лишний вес и не хотят считать калории? Вот это для девочек, которые на проекте. Первое – это стараться выбирать продукты с более низкой калорийностью и продукты односоставные. Я здесь приведу в пример, допустим, картофель. Картофель имеет калорийность 76 калорий на 100 грамм. 76 калорий на 100 грамм продукта. Сникерс 507 калорий. И дело в том, что если ты съешь 100 грамм сникерса, через час ты опять захочешь есть. Но на эти 507 калорий ты можешь съесть 667 грамм картошки. А если к этой картошке еще добавить овощей, еще добавить мясо, то этого вам на день хватит. А со сникерсом ты через час захочешь есть. Может кто-то со мной поспорить, сказать, картошка вредна, крахмал, простые углеводы. Пишите в комментариях, пообщаемся. Я ничего не вижу ни плохого ни в сникерсе, ни в картошке. Сникерс просто очень калорийный. Картошка менее калорийная. Поэтому старайся выбирать более простые продукты. Типа картошка, рис, макароны, да все что угодно.
но смотри, где поменьше калорий. Второе, не забывай про физическую активность. Под физической активностью я подразумеваю не только тренировки, а все то, что ты делаешь в течение дня. Тренировки не нужны для похудения, у них совершенно другая цель. За одну тренировку ты потратишь 300 калорий, ну, может быть, 350. Но если ты очень крутой спортсмен, у тебя много мышц, и ты много весишь, может даже 400. Но представляешь, чтобы тебе отработать сникерс из предыдущего пункта, тебе нужно 2 раза потренироваться, проще его не есть. У тренировок другая цель. Тренировки нужны для того, чтобы твое тело было подтянутым, упругим, чтобы мышцы были твердые, чтобы ягодицы были упругие, круглые, чтобы ничего не болтало, чтобы ничего не висело. Для этого нужны тренировки, но не для похудения. Но не забывай про активность в целом. Третий пункт – сон. Многие недооценивают этот пункт и могут сказать, что да, я понимаю, но на самом деле не до конца сейчас немножко объясню, хотя это отдельная тема для разговора. Суть в том, что когда человек не высыпается, его организм пытается как-то восполнить энергию, которую он недополучил во сне. И в связи с этим повышаются гормоны, какие-то опускаются, там условно грелин, лептин повышается, меньше наедаешься, больше хочешь есть, становишься более ленивым, меньше начинаешь тратить энергии в течение дня, ну в смысле меньше ходить, нету сил на тренировки. Да каждый из вас вспомните, когда вы всю ночь гуляли, а потом нужно было утром идти на работу, да? Какое было состояние и эмоциональное, и физическое. Поэтому высыпайся. Это очень важно для твоего похудения. Также, исходя из этого, хочу сказать, что нужно следить за своим эмоциональным состоянием. Но опять же, это большая отдельная тема для разговора. Про нее будем не сегодня. И следующий пункт – это лекарства. Если ты начала применять какие-либо лекарственные препараты и заметила, что твой вес начал набираться, это на самом деле говорит только о том, что сейчас ты потребляешь энергии больше, чем тратишь. Как это происходит? Зачастую это происходит с коками, то есть оральными контрацептивами. У человека поднимаются половые гормоны, у него увеличивается отечность, он больше хочет есть, он становится более эмоциональный, может начать переедать на эмоциональных каких-либо приступах. Помимо этого он становится более апатичный, ленивый, меньше начинает тратить, больше хочет спать, но при этом не высыпается. И все это приводит по итогу к набору веса. То есть вес набирается не из-за того, что человек препарат использует, а вес набирается из-за того, что действие препарата сказывается на человека так, что он начинает больше есть и меньше тратить. В таком случае я бы вам рекомендовал обратиться к врачу, к специалисту, который вам назначил этот препарат. И прям так ему сказать, что я стала больше есть, я стала меньше двигаться, стала больше спать, нету сил. И вам либо переназначат препарат, либо если это какой-то временный промежуток времени, то есть курсовая терапия, то может просто подождать. Но даже на таких препаратах можно худеть. И даже в некоторых случаях нужно худеть. Это может быть менее заметно, потому что очень увеличена отечность, но опять же, ты будешь худеть даже на оральных контрацептивах. И если произойдет их отмена, то отеки уйдут. Но на оральных контрацептивах можно, в некоторых случаях даже нужно худеть, но это вызывает свои трудности. И последний пункт. Проконсультируйся со специалистом, который подскажет, как правильно и что тебе нужно делать в твоей ситуации. Если человек говорит, часто бывает, приходят девочки, говорят, да я все знаю. Если ты все знаешь, я не все знаю, чем я тогда тебе могу помочь? Но ко мне приходят другие девочки, которые говорят, слушай, я достаточно много знаю, может даже думаю, что знаю все, но мне нужна твоя помощь, помоги. Я говорю, отлично, давай будем делать все с самого начала. Поэтому, если ты не можешь похудеть, лучше обратись к специалисту. Не нужно использовать советы из интернета, хотя это тоже в интернете. Из разряда типа 1 стакан кефира на ночь перед сном. Советы из ТикТока. Так, задание для девочек, которые на проекте. Посчитайте свою суточную калорийность, исходя из предложенных формул. Можете даже сделать это через калькулятор. Можете сделать, лучше даже вообще все 3 сделать. Посчитайте через формулу, посчитайте через интернет-калькулятор, умножьте свой вес на 25, напишите об этом. А если ты не с проекта, то тоже посчитай. Напиши в комментариях, сколько у тебя получилось. Если ты не подписана, подписывайся. Ставь лайк. Также можно подписаться на меня в Инстаграме, и у Инстаграма появилось новое приложение Threads. Тоже там подписывайся. И желаю всем добра, комфортной жизни, красивого тела.